Здравствуйте, представители знака зодиака Рыбы. Таро-прогноз. Цыганский старинный пасьянс. Таро на неделю с 28 апреля по 4 мая. Давайте узнаем события ближайшего будущего или что, кто спешит в вашу жизнь. И, конечно, останемся реалистами. Любой прогноз или расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но искренне надеюсь, мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки все же вы получите. Итак, кто или что спешит в вашу жизнь, какие события будущего вас ожидают, события ближайших дней. Позже мы с вами дополним картами Таро и узнаем, какие неожиданности спешат на ваш порог или что изменится неожиданно, в какой сфере жизни вам придется принимать важные решения или что-то корректировать. Достанем карту, к чему все идет, как перспектива, иначе для чего нам нужен наш прогноз, мы что-то тут пытаемся просчитать. Достанем карту знаки судьбы, что вам хотят передать, сказать высшие силы или на что нужно обратить внимание. Но если мы говорим события ближайшего будущего, вопросы дома, семьи и непосредственно самого дома, имеется в виду стены, может быть, вы дома будете что-то улучшать, или для кого-то взаимоотношения с родственниками, домочадцами, или, не исключаю, работа на дому. И, значит, организация рабочего места. Но есть какая-то еще неопределенность. Но вот этот месяц, это как луна в колоде Таро, еще что-то не определилось. Поэтому не устраивайте себе какую-то ненужную философию, потому что это мы всегда пытаемся какой-то вопрос решить, а часто нам Луна говорит, выглянет, когда Солнце все встанет на свои места. Пока не торопись. Может быть, пока пространство Вселенной вам не продемонстрировало, или какие-то задержки пока еще присутствуют. Вряд ли мы тут можем что-то кардинально изменить, и просто не торопись. И у вас добрая энергия. Когда костер– это взаимодействие, это кто-то вас и поддерживает, мои дорогие рыбы и рыбки. Ну, смотрим дальше. События ближайшего будущего. Ну вот смотрите, вы можете сомневаться, или кто-то может, кстати, чувствовать. Интуиция хорошо проигрывается по знаку Луна или Месяц, и вам выпадает змея. Змея – это вы можете прийти к выводу на этой неделе, что правда есть в вашем окружении человек, которому нельзя доверять. И у нас сейчас год змеи, а змея, она наблюдательна. Она наблюдает, анализирует. Змея, она мудрая, она никуда не торопится. И мы можем расценивать, кстати, это как подсказку, как нужно вести себя в эту неделю. Или какие-то правильные ориентиры, возможно, вам придется брать, и только потом действовать. Нельзя действовать по шаблону. Какой-то шаблон может не срабатывать на этой неделе, но и жизнь наша, она полна разных людей, и мы их не отменим в нашей жизни. Нам могут не все нравиться, и мы тоже кому-то можем не нравиться. Это не проблема, это вообще не имеет большого глобального значения. Но часто вот тех людей мы не можем отменить, как я уже сказала, и поэтому правильные какие-то взаимоотношения выстраивать приходится. Ну, просто себя беречь. И я вот вижу именно так. Идем дальше. Считайте это как подсказка высших сил или как знак судьбы. Не все тут так однозначно, потому что иногда за вами могут наблюдать, вот, кстати, да, и делать выводы. Примите к сведению, что если за вами наблюдают кто-то, да, то тогда самому себя надо дважды беречь. Могут быть воспоминания из прошлого, кстати. Может быть, и человек какой-то появляется в вашей жизни, и какая-то история, я вот вижу, вам все-таки знакома. Это идет повтор того, с чем вы уже сталкивались. Или какой-то вопрос вы прежде не могли решить, выпадает нож. Вы можете с кем-то поссориться, мои дорогие. Может быть, вы вот эту змею, мои дорогие, просчитали. Знаете, кому не следует доверять. Кстати, для кого-то из вас я могу допустить, что это ваше ближайшее окружение. Ну, может быть, даже кто-то из родственников все же. Но я не вижу, что это вам как-то мешает. Но тогда
мудрость все-таки мы говорили. И даже если вы чей-то план просчитали или интуитивно вы уже что-то предполагаете, тогда, знаете, храните молчание. Вам это будет дважды помогать. Давайте посмотрим, что же до конца. Вам как по судьбе, словно жизненный экзамен какой-то нужно сдать и не повторить ошибку. Вот я вижу именно так. Часто, когда выпадает и крест, это вы сами как новая точка отсчета. И в чем-то вы точку тоже можете поставить, как точка невозврата. И это может касаться всего чего угодно. Может быть, это и информация, мои дорогие, когда вокруг вас тут что-то меняется, и для вас придется обустроить, иными словами, пройти вот этот жизненный экзамен, чтобы себя в какой-то новый форматор определить. А тут, смотрите, история любви. Могут быть по какой-то прежней истории, может быть, любовное сожаление. Хотя я тут вижу, вы можете что-то и завершать, буквально ставить на чем-то крест. И не побоюсь сказать, для кого-то проиграется, мои дорогие рыбы и рыбки, именно так, что вы поставите крест на той истории личных взаимоотношений, где, может быть, и было какое-то предательство, или какая-то нечестность, или, глубокое разочарование. Но тогда лебедь об искренности нам говорит. И вполне вероятно, на ваш порог, в вашу судьбу пытается войти совершенно новая, более счастливая история отношений. Но значит, для этого нужно завершить какие-то разочарования. И у вас выпадает, смотрите, да, действительно, тут нужно поставить на чем-то буквально крест на той истории, которую вы уже сами знаете. Или предчувствуете, что там нечего ждать. Или тот, кто нас подвел один раз или обманул. Не нужно ожидать, что этот человек изменился. Может быть, и такой какой-то важный вывод вы делаете на этой неделе. И для вас это очень важно. Отстроить новую концепцию счастья. У вас еще выпадает подкова. Мы можем соединить крайние ряды как по горизонтали, так и по вертикали. И поэтому для вас, мои дорогие рыбы и рыбки, ваше личное счастье – это основа всего. А ваше настроение формирует отношение к жизни. Поэтому это все то, что важно. Я пока с вами разговаривала, смотрю, что у вас еще совпало. И я не вижу других совпадений. Поэтому, мои дорогие, переходим к колоде Таро. Так что же неожиданно изменится? Или в какой сфере жизни вы будете вносить коррекцию, планы? Может быть, это то, что заставит измениться вас. Правда, туз кубков. Вы все равно остаетесь счастливыми. Есть, стало быть, какой-то вопрос, который вам получается осуществить. Или это признание в любви, или по части вашего места пребывания. Но все же кубки – это эмоции, отношения. И даже если прежняя история со знаком минус заканчивается, на смену, поверьте, придет совершенно другая. Может быть, это высшие силы вам хотят сказать. Неожиданно здесь может быть как и знакомство, я это вижу. Или, может быть, вы знали этого человека, но отношения как могут вспыхнуть с новой силой. Но по тузу кубков это все-таки более искренне. Может быть, искренние отношения пытаются войти, или человек с такими намерениями в вашу жизнь на смену каким-то разочарованиям. Вот это точно. Но все же, что же неожиданно изменится? И к чему все идет? Давайте сразу продолжение. Знаки судьбы. Какие знаки судьбы? Что вам важно услышать, нужно знать. И к чему все идет, какое продолжение следует. Сфера ваших достижений, работы, учебы и денег где-то. И любовь, и личная жизнь. Так какие же неожиданности или что неожиданно меняет ваши планы? А вот рыцарь жезлов – это «будь готов к неожиданностям», нам говорят. Это как изменения во внешних условиях, какие-то общие мировые события, может быть, изменения на вашей работе. Изменения могут быть, даже если вы учитесь, и на работе это как смена руководителя. С другой стороны, это могут быть какие-то предложения, когда, скорее всего, на неделю вам и придется корректировать свой план. По этой аркану
У нас проходит такая ситуация, когда, к примеру, вы сидите на работе или на учебе, к примеру, даже так, а вы уже себе наметили какой-то план. Поступает извещение или поступает звонок, что вы можете что-то для себя обустроить, если буквально придете к какому-то чиновнику в течение часа или в какую-то инстанцию, обратитесь тоже в срочное время, и вам даже могут указать в какие-то, ну, как часы, или что нужно действовать быстро, может быть, что-то согласовывать. И тогда для вас, если вы умещаетесь вот в этот временной регламент, для вас какая-то проблема буквально быстрее решается. Или вы словно успеваете вот эту птицу счастья ухватить за хвост. Я дословно. Почему? Потому что по рыцарю жезлов это карта скорости и быстроты. Я не исключаю, что тут вообще сама по себе какая-то информационная палитра может многократно меняться. Поэтому не устраивайте где-то себе сомнения, философию, потому что интуиция, если мы рассматриваем вот этот месяц, это во благо. Но когда выпадает рыцарь жезлов, мы действуем по-новому. Мы не можем оттолкнуться от прежних привычек или от прежних методов. Для вас как и рассмотреть какое-то новое взаимодействие, сотрудничество, действовать не по шаблону, а по-новому, так и быть готовым к тому, что вокруг вас что-то будет меняться. И это как подсказка высших сил. А к чему все идет? Выбор какой-то вы будете делать. Может быть, выбор, я уже говорила, и по части личной жизни. Но, мои дорогие рыбы и рыбки, тут вам что-то во благо. Может быть, и по работе, или по учебе, по построению карьеры. Может быть, и по деньгам, я такое тоже допускаю. Старший аркан. А жезлы, дела, работа, бизнес и деньги. Может быть, как предложение работы. Или рассмотрение, куда вы приложите как по-новому свои навыки. Может быть, и это новая история любви, я такое тоже допускаю. И даже если была какая-то ссора, но вы уверены в этом человеке, вы можете примириться. Такое есть тоже. Все зависит от вашего желания, но все-таки будьте реалистами. Змея, да, тут нельзя замечтаться, но выбор какой-то точно вы будете делать. Но в этой колоде это добрые энергии пытаются войти в вашу жизнь. Более того, вот этот выбор правильный, когда вы не упустите какую-то возможность. И кто знает, по этому аркану как минимум на май что-то будет продолжено. Может быть, это ваша идея, инсайт. Я такое тоже могу допустить. Знаки судьбы. Вот, наверное, пятерка пентаклей мелкая карта, и это всегда недостаток. Может быть, это вас судьба словно сталкивает с такими ситуациями, когда вы можете, к примеру, ощущать нехватку денег, и тогда карта говорит, рассмотри все возможности заработка. И для кого-то, я должна сказать, на май месяц, даже астрологически, будут очень благотворны, когда вы начнете раскрывать шаг за шагом, а в последующем до конца 2025 года свои идеи или свое творчество. То, чем вам прежде нравилось, например, заниматься, а вы отложили в долгий ящик и решили, что у меня к этому нет способности, или у меня это не получится. И вот здесь как раз работать, я бы сказала, даже на дому, именно для того, чтобы изменить концепцию финансов, вашу личную. Тогда знак высших сил будет в том, что вот эта перезагрузка по части денег тебя и подталкивают высшие силы, чтобы ты увидел собственную ресурсность. И с другой стороны, если мы говорим по части взаимопонимания, правильные приоритеты по части вашего общения тоже расставил. Может быть, иногда эта карта говорит, придется какие-то конфликты гасить, или придется быть дипломатом, или придется делать правильный выбор. Иногда это мы стоим на выборе между недостатком взаимопонимания и одновременно недостатком по финансам. И это будет как выход из создавшегося положения. Или своеобразный волшебный пендель, извините за сленг, когда вам буквально высшие силы говорят, пора этому уделить внимание. И к чему это будет следовать? И здесь, смотрите, двойка мечей. Правда, это выбор. Но, знаете, это когда мы попадаем в мишень. Вот мы прицелились, отступили словно полшага назад. Согласитесь, когда мы пытаемся выстрелить, мы так или отклоняемся как будто назад, или даже отступаем полшага назад. Для чего? Чтобы точно попасть в эту цель.
Вот что-то подобное вам придется словно прицеливаться, а потом действовать. И, может быть, рассмотреть для себя что-то совершенно как с нового ракурса. Или какую-то для себя сделать выбор. По сути дела, обе карты говорят нам о выборе важном. Может быть, как и в личной жизни, так и по части вашего творчества. Или откуда к вам приходят деньги. И это будет продолжено до конца 2025 года. И вот к чему, если это придет, например, да, карта мир, вы получите какой-то шикарный эквивалент. По аркану мир сбываются наши мечты. По аркану мир вы можете работать тогда из любой точки мира. По аркану мир вы всегда будете застрахованы, вот как по пятерке пентаклей, и от ненужного недопонимания или ненужного самоанализа по части, что кому-то не понравились или с кем-то вы не нашли взаимодействия. Вы будете более самодостаточными в первую очередь. И для вас, знаете, словно рамки вот эти, да, или ограничения, как по аркану 21-му мир, они падают, какие-то оковы падают, ваша ресурсность раскрывается по-новому. Для кого-то это создать шедевр, для кого-то переехать очень далеко, а для кого-то раскрыть в себе тот новый потенциал, когда вы начнете работать на самого себя, и изменится кардинально ваше финансовое положение. И тогда деньги, ведь это один из способов взаимодействия с миром. И я здесь вижу все-таки есть по части работы и денег какая-то задача, которую вам, может быть, и приходится решить на этой неделе. Но для вас добрые энергии. И все будет зависеть от того, как вы сумеете правильно договориться. Или себя вот в этом нужном направлении направить или сделать этот выбор. Личная жизнь, король жезлов. Если мы рассматриваем это карта харизматичного лидера, именно как энергетику, тогда это ваши планы. У вас может быть такой человек, как вдохновляющий лидер, или вдохновение для вас тоже важно, но тогда карта говорит, вот этот лидер, это ведь больше с позиции руководства или начальства, или тот, который отдает команды, советы, но он за вас это делать не будет. Поэтому делать что-то самому придется. Хотя я могу допустить, если по части личной жизни, мои дорогие, рыбы и рыбки, может быть, и есть такой человек, который рожден под знаком зодиака стихии огня или имеет там асцендент. Это у нас Овен, Лев, Стрелец. И, может быть, есть конкретные какие-то, ну, или даже это ваш супруг, или есть какие-то контакты. Вот давайте мы немножко дополним это значение, не совсем понятно, личная жизнь, но я так больше вижу, что это вы. Вот правда, какой-то выбор может быть, опять же, жезлы. У кого-то это может быть концепция заработков так, когда вы будете заниматься именно теми задачами, которые больше касаются вашего творчества, самовыражения, работы, обучения и денег. И кто-то может поставить, я не говорю все, но кто-то может поставить на второе место личную жизнь. Потому что тут какой-то выбор серьезный у вас предстоит. Хотя эта карта может говорить, что и в личной жизни для кого-то будет этот выбор. Давайте мы достанем попросту 3 карты. Для тех, кто в паре, для тех, кто в браке. На неделю каковы энергии? Какая-то, тем не менее, перезагрузка, паж кубков. Может быть, это всегда ведь обновление отношений, но, может быть, это и известие от ваших детей. Но когда, как вот этот нам паж рисует уже какой-то новый проект, новую картину, обновление в отношениях или обновление, может быть, как переезд, я такое тоже могу допустить. Добрые энергии, когда вы друг друга можете услышать и в то же время уже вместе создать какую-то новую концепцию ваших планов. Но есть вот будущее, которое тогда пытается войти в жизнь вашей пары. А может быть, мои дорогие, это изменения, которые происходят, к примеру, у вашего супруга или партнера по работе. Для тех, кто нет никакой конфронтации, но выбор присутствует. У всех выбор. Вот действительно, наверное, поэтому вам выпадает аркан влюбленные. Аркан колесницы для тех, кто в сложных отношениях. Туда или сюда, вот определяться. И здесь тоже у каждого по-разному. Если есть выбор между партнерами,
тогда вы этот выбор точно будете делать. Кому-то тогда вы скажете «нет». А если вам наоборот важен человек, вы сумеете договориться. Но я также могу и допустить, потому что колесница – это карта успеха, когда нельзя терять ни минуты. Все то, что я говорила по рыцарю жезлов – это карта скорости, не упустить какой-то момент. И действительно, и с учетом короля жезлов, вы будете заниматься дела, работа, бизнес, ваши честолюбивые планы, амбиции и то, что вы хотите осуществить. Вы, иными словами, в обучение или в какое-то освоение навыков, работу можете уйти с головой. Но, повторюсь, кто захочет, тот примирение состоится. Но и для тех, кто один или одна, каковы энергии, давайте узнаем. Но самое главное, не устраивать себе глубокую философию. Самое главное, увидеть вот это солнце, которое как будто восходит. Ведь это какое-то эмоциональное выгорание у кого-то проиграется по части тех разочаровывающих отношений, которые были в прежде. Или вот этого самого обмана. Вот посмотрите, настолько мы все разные. И это ведь тоже выбор. Мы можем застрять вот в этой комнате мрачной, или мы можем понимать, что это мы сами себя ограничивали. А теперь вот это солнце пытается словно войти в вашу жизнь. Поэтому это как карта искаженного восприятия. У кого-то будет как совет, если есть бессонница. Удели внимание режиму труда и отдыха или обратись к специалисту. Ну вот это какая-то прокрастинация в темноте, она должна быть завершена. Давайте мы достанем. Вам тоже как будто в дорогу. Вот посмотрите, Паш, он такой замедленный, да, поэтому для тех, кто в паре, в более спокойном формате будут у вас проходить. А вот для тех, кто либо в спорных отношениях, либо один или одна, в спорных отношениях тут какая-то движуха, но и для тех, кто один или одна, тут тоже движение. По этой карте мы не закрываемся от общения, мы себе не создаем вот этой закрытости мрачной, как комнаты. Наоборот, мы выходим к свету, к солнцу и расширяем возможности через контакты познакомиться с другим человеком, чтобы быть счастливым. А у кого-то через обучение, через новый вид деятельности, когда вы позволяете, как я уже сказала, новым людям, может быть, даже начинается просто с профессиональных интересов или с какого-то одного интереса. Кто-то языки учит, можно и на курсах познакомиться. Это я так произвольно говорю. Но вам это интересно, и человеку это интересно. И часто, когда объединяются интересы, начинается новая история. Мы можем это рассматривать, кстати, тоже, эту карту. Но самое главное – завершить какой-то период ожидания, сделать правильные выводы и идти дальше. На кону мир и какой-то вот важный выбор вы делаете на этой неделе, и он будет важен до конца, я так вижу, мая месяца как минимум, а то и до конца 2025 года. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.